Привет, друзья, меня зовут Геннадий, я профессиональный декоратор, и вы смотрите выпуск под названием «За копейки». «За копейки» это значит, что сегодня мы будем пользоваться крайне бюджетными материалами и будем делать стенку как раз таки, которая находится за моей спиной. То есть у нас работа на объеме, вы в итоге все посмотрите, как это выглядит в настоящем интерьере. В конце я немножко все это дело декорирую. В общем-то, давайте приступать. Итак, у нас стенка, которую мы будем делать акцентной. Акцентная стенка — это значит та стенка, которую мы выделяем в интерьере. Эта стенка, как правило, подразумевает какую-то TV-зону или зону дивана. В данном случае мы условно будем делать какую-то TV-зону. В общем, с чего следует начать? Естественно, как всегда, мы начинаем с грунта и обклейки поверхности. И дальше все расскажу вам в деталях, поэтапно, как всегда, разжую по полочкам, разложу, как вы это любите. Будем посмотреть. Погнали! Друзья, рекомендую вам для обклейки смежных поверхностей, таких как потолок или стену, использовать скотч для деликатных поверхностей. У них есть много разных производителей, но обычно они так и называются. Если нет скотча для деликатных поверхностей, используем любой другой, только обратите внимание на то, чтобы он был не слишком липкий. Вот у нас стена готовая, выкрашенная, это у нас будет акцентная стена. Как клеить скотч? В общем, правой рукой я его вот такой примерно отрезок расправляю, левой рукой прижимаю к максимально удобному высокому положению, и в это время я его оставляю висеть вдоль стены. Я не отрываю каждые 30 сантиметров, после чего я беру большим пальцем правой руки, прижимаю примерно на расстоянии 30 сантиметров и левой рукой прохожусь по стыку. Обязательно, если вы ведете работу с декоративными штукатурками и покрасками, у вас вначале должен быть готов финишный потолок, если это, конечно, стандартный потолок. Если у вас потолок подразумевается натяжной, то в таком случае его можно сделать после проведения декоративных работ на стене. В качестве кварц-грунта сегодня мы используем материал под названием Marmofonda. Для того, чтобы сделать вот такой приятный светлый серый теплый цвет, я добавил туда треть колпачка колера бежевый и треть колпачка колера черный. Так как мы делаем сегодняшнюю отделку в стиле скандинавский, он подразумевает светлые тона. Так как у нас боковые стенки просто открашены белым, а эта стена является акцентной, мы ее немножко выделим таким теплым, светлым, серым тоном. Вот вы можете посмотреть изначально, на крышечке остался чисто белый цвет, это колер, который был, то есть это базовый кварц-грунт. И справа вот на палочке вы видите цвет, который получился. То есть они не так уж и далеко друг от друга ушли. Просто даем слегка колеровку. Теплый серый цвет. Именно для того, чтобы получился теплый, мы добавляем бежевый колер. Не только черный. Если добавите только черный, он уйдет немножко в синюю, будет такой неприятный холодный оттенок. Всегда вытепляйте. Настоятельно рекомендую вам, когда вы красите всю стену, работаете на объеме, пользоваться малярной ванночкой. Но есть лайфхак, чтобы каждый раз ее не менять, после смены краски или смены объекта, ее можно просто обернуть в полиэтиленовый пакет. Друзья, теперь пару слов о том, как правильно красить. Сначала мы набираем краску и маленьким валиком проходимся весь периметр стыковки, стык с потолком, стык со смежными стенами, везде, где обклеен скотч. И также мы обходим этим валиком розетки. Розетки, соответственно, тоже обклеиваем скотчем, если это нужно. После этого мы уже проходим большим валиком всю стену полотнами. Начинаем. Итак, пока наш кварц-грунт сохнет, самое время сделать эскиз нашей стены. Кстати, свой эскиз я рисовал на обычном листе, но вам рекомендую использовать листочек в клетку. Таким образом вы сможете взять одну клетку за 10 сантиметров, и вам будет гораздо удобнее в таком случае работать. Первое, что я сделал, это разбил стену на две части центральной линии. Сделал вертикальную линию и посмотрел примерно, сколько еще
я хочу видеть таких же линий. Добавил с каждой стороны еще по 2. После чего я подумал, сколько же мне нужно оптимальное количество вот этих самых скандинавских елочек. И примерно прикинул, что на мой размер стены нужно примерно 4 елочки. После чего я начал рисовать ту самую елочку, соединяя их чуть выше и чуть ниже, чередуя через каждую вертикальную линию. Получилось, что у меня ширина и высота каждого косого квадратика 50 сантиметров. И так как они идут под углом от одного к другому, они идут под углом ровно наполовину. Для начала мы нанесем разметку вертикальными полосками, а потом уже мы сделаем такую соединяющую елочку в скандинавском стиле. Так, друзья, после того, как вся разметка нанесена, мы теперь эти разметочки будем соединять, делать из них полосы при помощи материала Tessora Silver. Тоже материал Titania Deluxe, тоже недорогое. Классная серебришка, которая достаточно укрывистая. С помощью чего нам это делать? С помощью любого прямого предмета. Вы можете использовать как правило, так и уровень. Выставил свой уровень по разметкам, и теперь можно рядышком выкрашивать спокойно вот серебряную полосочку в ширину узкой кисти. Если где-то у вас с края подтекает лишний рельеф и серебро начинает прям выпирать, это лучше слегка сгладить полусухой кистью. Итак, друзья, после того, как наши вот эти серебряные полосы высохли, прежде чем сделать елочку, которая будет идти поперек, мы должны обклеить эти полосы скотчем, потому что, собственно говоря, следующую разметку мы будем делать прямо по скотчу. Для того, чтобы сделать прямые линии скотчем, в принципе, здесь техника не хитрая, нужно, во-первых, отпускать максимальное количество скотча, да, вот прям на ширину рича. Рич — это размах рук из терминологии ММА. Прислоняем к верхней части и смотрим, чтобы он максимально длинно расправлялся. И где-то уже снизу мы подприжимаем. А после того, как мы снизу подприжали, уже можно всю вот эту часть хорошенько прижать. Пройтись по этой части нужно несколько раз, прям плотно-плотно, чтобы ничего не отклеивалось. Так как здесь у нас кварцгрунт, он имеет такую пористую структуру, то есть на него скотч не супер круто клеится, поэтому нужно пройтись прям несколько раз, хорошенько все подприжать. Безусловно, если у вас есть лазер, вы можете сделать эту работу по лазеру, тогда она будет точнее, но на самом деле на объеме пару миллиметров видны не будут в любом случае. Так, ребят, теперь, чтобы получилась елочка, я должен разметить все эти полосы с разным шагом. Таким образом, у нас будет на одном скотче верхушка выше, чем на другом. Таким образом, елочка и получается. То есть я беру от края, отмечаю 50 сантиметров, отмечаю их сбоку на скотче, а уже со следующей полосы я отмечаю, ну, допустим, пусть будет 25 сантиметров. И так через одну. 50, 25, 50, 25. Да, ребят, скотч — это самый узкий, который мне удалось найти в обычном строительном магазине. Его ширина 1,8 сантиметров. То есть, в принципе, ну, 2 сантиметра тоже пойдет, но не толще. Разметку сделал, и теперь соединяю наши метки той же самой серебряной краской.
После чего, после высыхания, я обклею опять же это все дело скотчем. Это все можно сделать практически на глаз, так как скотч вы просто от одной к другой метки сможете ровно растянуть. После того, как мы вот этот верхний первый ряд сделали, 50-25, 50-25, следующие ряды у нас уже от этих отметок в равноудаленном положении. То есть получается, мы берем и полтинник отмеряем от каждой метки. Так, друзья, приступаем к следующему слою. У нас тут уже все скотчем обклеено. Следующий слой у нас фактурная краска от ABC Farben. Фишка ее в том, что она как бы что-то между краской и декоративной штукатуркой, наверное. Но и стоит она крайне дешево. То есть вот за 7 килограмм вот за такое ведро я заплатил даже, по-моему, меньше 500 рублей. Ну, в районе 500. Сейчас что нам нужно сделать? Естественно, в базе она идет в белом цвете. Нам нужно точно так же подколеровать под цвет стены. Для этого мы берем колер черный, Tiziano Mix в данном случае я использую, и добавляем треть крышки черного колера. И то же самое я делаю с колером бежевым. Беру треть крышки и добавляю бежевого колера треть. Друзья, вы должны понять, как это работает. То есть у нас есть вот этот вот холодная вот эта серебришка наша, которая прям очень хорошо отсвечивает. И у нас есть вот эта вот фактурная краска, которая супер матовая. У нас есть гладкое серебро холодное, и нам нужно сделать теплого цвета наши верхушки. Опять же, чтобы они были супер матовые. И я хочу, чтобы на них была легкая текстура, потому что в принципе сам по себе стиль скандинавский, он подразумевает какую-то натуральную поверхность, какие-то шероховатости. И это очень хорошо будет играть. То есть матовая шероховатость с гладкой, холодной глянцевостью серебра. Вот такой цвет у нас получается, если посмотреть вблизи. Значит, ребят, смотрите, что мы делаем. Нам понадобятся обычные шпателя, накидной шпатель, вспомогательный и основной. Я даже не стал брать какие-то хитрые инструменты, так как это рубрика за копейки, просто вот обычный малярный шпатель взял. И также нам понадобится вот такой небольшой велюровый валик. То есть вот, мы просто берем нашу фактурную красочку и вот так, грубо говоря, на сдир работаем от скотча. Очень важно, чтобы именно от скотча работать, тогда, во-первых, не будет подтекания, во-вторых, скотч не сползет. Ну и, естественно, старайтесь контролировать слой, чтобы не было тут ничего лишнего, тогда у вас будет адекватный расход материала. Так, сейчас объясню вам на примере вот этого кусочка, как оно должно быть. Вот так, собственно говоря, мы этот квадратик нанесли, а теперь делаем следующее. Берем валик и просто вот так все это дело разнонаправленно прокатываем, тем самым создавая на нашем покрытии такую легкую шубку, которая как раз и дает нам эффект натуральности и эффект больше подходит к скандинавскому стилю. Просто в разные стороны мы это все расправили, шубку оставили. И все в таком виде можно оставлять уже на высыхание. И так делаем следующий квадрат, и так каждый квадрат отдельно.
В общем, примерно 2 часа мне потребовалось, чтобы заложить всю стенку фактурной краской. Ну, я думаю, что скотч я сниму прямо сейчас, по-сырому это самое интересное. После чего я дождусь полного высыхания и уже покажу вам, как это смотрится в интерьере. Наведу тут марафет, размещу тут какой-то декор и поговорим, подытожим, сколько у нас стоит квадратный метр и вообще что почем. Итак, друзья, давайте теперь почитаем, во сколько нам все это обошлось. Вот такая офигительная, как я считаю, инстаграмная, прям реально инстаграмная стена в скандинавском стиле у нас получилась. В общем, что мы для этого использовали? У нас шла грунт краска Марма фонда, 1250 рублей за 2,2 килограмма, но ее осталось еще примерно 1/3, даже ближе к половинке. Потом у нас шло офигительное серебро, которое вы наверняка уже заметили, то что оно реально имеет классный отражающий эффект, потому что очень часто купишь какое-то серебришко, и оно такое, да, ни о чем. Это очень прикольно отражает, и за счет именно этого материала у нас получилась такая игра яркого холодного серебряного отблеска и верхних таких матовых шершавых верхушек. У нас осталось его дофигища, наверное, на все про все ушло где-то треть или четверть вот такой баночки. У нас тут 7 квадратных метров, а баночка 0,4, то есть расход минимальный. Ну и краска фактурная, которая у нас ушло по заявленному расходу примерно килограмм на метр. На самом деле тут еще килограммчик где-то остался, может даже 1,5. Но будем считать по максимуму. То есть, если просто посчитать вот эти материалы, у нас выходит 2460 на стену 7 квадратных метров. Но если мы посчитаем грамотно и учтем все остатки материалов, то у нас получается, что цена данного покрытия за 1 квадратный метр всего лишь 223 рубля. Друзья, это офигенно. Ну блин, 223 рубля за вот такую действительно нифига не колхозную, классную, стильную инстаграмную стену, которая интересно рассматривать вблизи и которая дает офигенный эффект, когда вы смотрите на общую композицию. Если вам понравилось это видео, друзья, поддерживайте лайком, делитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы хорошие люди видели больше хороших видео. По поводу этих материалов, вы увидите их обязательно в описании, там же вы сможете их приобрести. Кстати, посмотрите, у меня тут есть еще handmade картина, и в следующем выпуске я объясню, почему я сделал ее именно такой, какие материалы я использовал и как это все делалось. Также, друзья, настоятельно рекомендую вам перейти по ссылке в описании на официальный канал от Tiziana Deluxe, и там девушка, их технолог, наносит другие материалы от Tiziana.
Ну а с вами мы увидимся в следующем видео. Как всегда, желаю вам творческих успехов и хорошего настроения. Все, пока. Пока. Не болейте, друзья. Удачи.